Представьте себе, посреди бескрайней арктической ледяной пустыни маленький белый медвежонок из последних сил пытается выбраться из огромной проруби во льду. Его лапы беспомощно скользят по гладким ледяным стенкам. Он снова и снова старается вскарабкаться наверх, но каждый раз срывается и падает обратно. Сил почти не осталось. Еще немного, и он просто не сможет подняться. Малыш зовет свою мать, но она не может прийти. Тишину холодной Арктики прорезает тихий, полный отчаяния крик. Николай, который патрулировал ледяные просторы на снегоходе, сначала подумал, что это всего лишь ветер гуляет среди ледяных торосов. Но звук повторился. Тихий, прерывистый, словно кто-то звал на помощь. Он остановился и направился туда, откуда доносился звук. Спустя несколько минут Николай увидел, что происходит, и его сердце болезненно сжалось. В глубокой ледяной трещине беспомощно барахтался медвежонок. Он отчаянно цеплялся за край, но гладкий лед не давал ему ни малейшего шанса выбраться наружу. Николай сразу понял, где-то рядом должна быть его мать. Он огляделся вокруг и вскоре заметил ее. Неподалеку огромная белая медведица отчаянно пыталась вырваться из браконьерской сети, закрепленной прямо на льду. Металлическая петля сильно впилась в ее лапу. Она рычала, дергала ловушку и снова падала в снег. Она видела своего детеныша, но добраться до него не могла. Медвежонок снова жалобно закричал. И в этот момент Николай понял, если он не вмешается прямо сейчас, погибнут оба. Он лег на живот у края трещины и осторожно протянул руку вниз. «Тихо, все будет хорошо, я помогу». Медвежонок метался от страха, но был уже почти без сил. Николай схватил его за загривок и с трудом вытянул из ледяной ловушки. Малыш дрожал всем телом. Николай прижал его к себе, а затем осторожно направился к медведице. Она рычала, но не бросалась в атаку. Казалось, она понимала, что человек пытается помочь. Николай начал распутывать сеть. Металл примерз к льду, а пальцы быстро немели от холода. Но спустя несколько долгих минут ловушка наконец ослабла. Медведица была свободна. И именно в этот момент Николай услышал новый звук. Где-то вдалеке послышался рев двигателя. Браконьеры возвращались. Николай быстро спрятал медвежонка в глубоком сугробе и прикрыл его ветками. Сам он укрылся неподалеку. Через минуту появились двое мужчин с ружьями. Они шли спокойно и даже смеялись, уверенные, что их добыча никуда не денется. Николай понял, если они заметят медведей, все закончится трагедией. Он поднял кусок льда и бросил его далеко в сторону. Глухой звук разнесся по снежной равнине. «Слышал?» – насторожился один из мужчин. Они повернулись в сторону шума. Николай воспользовался этим моментом. Он схватил металлический крюк из их снаряжения и вышел из укрытия. «Уходите отсюда! Немедленно!» Мужчины лишь рассмеялись. «Думаешь, сможешь нас напугать?» Но Николай спокойно ответил. «Осмотритесь вокруг. Вы уверены, что я здесь один? Экологическая служба уже знает о ваших ловушках». Браконьеры переглянулись. Их уверенность заметно ослабла. После напряженной паузы один из них медленно опустил ружье. Спустя несколько секунд они развернулись и ушли, постепенно исчезая в снежной дымке. Николай глубоко выдохнул. Медведица осторожно подошла к своему детенышу, мягко коснулась его носом и тихо заурчала. Мать и малыш, наконец, снова были вместе. Николай наблюдал, как они медленно уходят в бескрайние ледяные просторы, и понимал, сегодня он поступил правильно. Но на этом история не закончилась. Через несколько месяцев Николай снова патрулировал эти места. Однажды утром он заметил на снегу свежие человеческие следы. Он пошел по ним и вскоре наткнулся на небольшой лагерь. Это были те же браконьеры. Николай попытался тихо уйти, но под его ногой предательски хрустнул снег. Мужчины сразу заметили его. Они быстро догнали его и связали. «Ты создал нам слишком много проблем», — сказал один из них. «Пора с этим покончить». Они потащили его по льду туда, где никто не смог бы прийти на помощь. И вдруг впереди, из снежной пустоты, появилась огромная белая фигура. Это была медведица.
Она узнала запах человека, который когда-то спас ее и ее детеныша. Браконьеры замерли. В этот момент Николай резко рванулся и вырвался из их рук. Медведица бросилась вперед. Мужчины в панике бросились бежать, даже не оглядываясь. Когда все стихло, медведица подошла к Николаю и осторожно перегрызла веревки на его руках. Николай тихо сказал: «Спасибо». Медведица несколько секунд смотрела на него, а затем спокойно развернулась и ушла обратно в бескрайнюю снежную пустыню Арктики.